Огромные монстры – визитная карточка фантастических фильмов. Макаки ростом с небоскреб, сражающиеся с ними динозавры, получившиеся из мутировавших игуан, гигантские пауки и кракены. Причем исполинские размеры не мешают этим созданиям оставаться такими же подвижными, а то и более быстрыми, чем их прототипы из реального мира. Но если бы могучий Конг существовал, были бы у него проблемы посерьезнее, чем какая-то ящерица. Настоящим вызовом для него было бы встать и не сломать себе ноги. В физике существует принцип, называемый законом квадрата куба. С каждым удвоением объема масса возрастает в 8 раз. Для животного это означает, что если с увеличением размера поперечного сечения его мускулов вырастет, скажем, раз в 10, то масса тела возрастет уже в 1000 раз, объясняет английский биолог Джон Мейнард Смит. Горилле попросту не хватит мощности мышц, чтобы поддерживать огромное тело. Еще одна проблема – прочность костей. Самые крупные травоядные динозавры-завроподы выглядели весьма скромно по сравнению с Годзиллой. Они весили максимум 60-120 тонн. Вес хищников-тераподов же достигал 11 тонн. При этом с эволюцией у них развились полые кости, как у птиц, чтобы держать вес в разумных пределах. Годзилла же, по подсчетам фанатов, весит 82 тысячи тонн, и никаким костям не хватит прочности, чтобы выдержать эту махину. И наконец, прокормить чудовища вроде Годзиллы и Конга никакая экосистема не сможет, а значит, бедняги вымрут от голода. Те же завроподы, хоть и были поменьше, исчезли скорее всего потому, что просто стало меньше корма. Действительно большие животные могут появиться разве что в воде, так как она снижает нагрузку на их тело, поэтому синий кит вырастает больше сухопутного слона. Но если вытащить его на берег, он быстро умрет от внутренних травм, вызванных собственным весом. Если продолжить развивать идею с действительно большими формами жизни, то можно представить себе существо размером с планету, Солнечную систему или даже галактику. Например, в романе Станислава Лема «Солярис» есть разумный океан. В фильме «Аватар» Пандора тоже целый организм. Живые планеты есть и во многих комиксах Marvel. Вечный комиксовый злодей Галактус и вовсе с небольшую звезду. А уж в аниме и манге начинается такой полет фантазии, что и представить страшно. К примеру, создание из Гуррен Лаганн размером с наблюдаемую вселенную. В реальности же размеры живых существ на других планетах будут примерно такими же, как и на Земле, говорит астрофизик Грегори Лафлин. Все потому, что скорость передачи информации в нейронах ограничена, она составляет примерно 300 км в час. Так мозг человека сигнал пересекает примерно за 1 миллисекунду. Но если бы он был в 10 раз больше, то мы думали бы во столько же раз медленнее. Существам размером с планету, тому же океану Соляриса, пришлось бы еще труднее. А уж созданием Солнечной системы и вовсе не суждено существовать. Любой сигнал проходил бы по их телам часами, ограниченный скоростью света. Не говоря уже о том, что такие туши неизбежно испытывали бы трудности с гравитацией. Физик Рэндалл Монро рассказал, что бывает со слишком большой массой материи, неважно, живой или нет. Ради мысленного эксперимента он написал, что произойдет со стаей птиц размером с Солнечную систему. Это, конечно, не цельное тело, но тоже неплохо. Если быть кратким, то скворцы нагреются, сколлапсируют под собственной тяжестью и станут звездой. Вспомним сагу о драконах Дейенерис Таргариен из «Игры престолов», в которой эти могущественные создания изрыгают пламя, словно огнедышащие чудовища из древних мифов. Без сомнения, это действительно круто выглядит. Но давай посмотрим на это более реалистично. В реальном мире появление настоящих огнедышащих существ кажется весьма маловероятным. Для того, чтобы дракон смог хотя бы летать, он должен иметь крылья, соответствующие его размеру и весу. Существующие в реальном мире животные, которые могут летать, такие как птицы и насекомые, имеют адаптированные крылья и полые кости, что делает полет возможным. Однако огромные существа в виде драконов с такими крыльями были бы малости несбалансированными чертолетами, не способными к полету. А еще самое важное, без чего дракона мы с вами и представить не можем, конечно же, огонь. Для того, чтобы дракон мог извергать пламя, ему нужно иметь специальные железы или органы, способные создавать и хранить высокотемпературные химические соединения. Это требует невероятное количество энергии и ресурсов, которые должны поступать в организм дракона в виде пищи. Плюс сам процесс плевания огнем может быть крайне опасным для самого дракона из-за высоких температур и высокого давления внутри его организма. Не хватало еще того, чтобы он сам себя превратил в огненный снаряд. Существо с нашей планеты, которое больше всего тянет название огнедышащего – жук-бомбардир.
Он способен выстреливать из задней части брюшка смесью самовоспламеняющихся веществ, гидрохинонов и пероксида водорода. В процессе они разогреваются до 100 градусов, дымятся и вполне могут что-нибудь поджечь. Но настоящего напалма жук не производит. Возможности жука-бомбардира весьма ограничены, потому что чересчур взрывоопасные особи просто не выживут. А уж прямого контакта с огнем не выдержат ни они, ни тем более рептилии. Есть, конечно, животные, которые могут противостоять высоким температурам. Например, некоторые морские черви живут в действительно жарких жерлах подводных вулканов, но без контакта с огнем. Так что, к сожалению или к счастью, драконов мы не увидим. В интернете давно бродит шутка про доисторический вид свиней Sus ludus ratalis, якобы обитавший когда-то в южных Пиренеях в Испании. Это горные свиньи с колесами вместо копыт. Они умели скатываться со склонов, набирая скорость до 100 км в час. Естественно, такие животные в реальности не существовали и были придуманы как первоапрельская острота в выпуске 2011 года журнала «Популярная механика». Но почему бы и правда не появиться подобному хряку? Вроде здорово иметь колеса, напал на тебя медведь, а ты завел мотор и уехал. Колесо – важнейшее изобретение человека. Можно сказать, что именно оно позволило нам построить цивилизацию в том виде, в котором она существует. Да, многие творения человеческого ума были придуманы природой задолго до появления нас как вида. Крылья самолетов напоминают крылья птиц, линзы очков схожи с хрусталиками глаз, аналоги рыболовецких сетей давно успешно используют пауки, а первенство в изобретениях локаторов принадлежит дельфинам. Но ни одно животное не применяет для передвижения колеса, хотя некоторые, например, гусеницы, умеют кататься, свернувшись в клубок. Причины называет известный эволюционный биолог Герат Вермей. Во-первых, колеса – это, если разобраться, чрезвычайно плохой способ передвижения. На них удобно перемещаться только по ровным поверхностям, которые очень редки в природе, иначе бы нам не пришлось строить дороги для машин. Эволюционно колеса невыгодны. У животного с ними меньше шансов выжить, чем у обладателя нормальных конечностей. Во-вторых, чтобы колесо вращалось, оно должно быть отделено от основного организма, а отрастить такую часть тела невероятно сложно. Кроме того, вращающиеся колеса создают больше трения, чем старый добрый сустав. И, наконец, главная причина – колесам в живых организмах просто неоткуда взяться, так как конечности развились из парных плавников первобытных рыб, вылезших на сушу в середине Девонского периода примерно 385 миллионов лет тому назад. Да, мы их потомки. А их принцип действия был изначально не похож на колесный. Ричард Докинс в своей статье «Почему у животных нет колес» объясняет, что эволюция происходила постепенно, а не скачкообразно, и закрепляет наиболее полезные признаки. Прошли миллионы лет, прежде чем плавник стал ногой, но при этом и он на суше полезен. С ним можно перемещаться пусть и не так хорошо, как с помощью ног. А вот колесо должно быть изначально создано идеальным, чтобы нормально работать. Плохо подогнанное и не вращающееся, оно бесполезно. Эволюционные и биологические факторы делают появление таких животных невозможным. Колеса как конечности передвижения не имеют места в естественном мире, так как не обладают преимуществами перед другими способами перемещения, такими как ноги или лапы. Таким образом, фантазия о драконах и свиньях на колесах хоть и вдохновляет наше воображение, но все-таки остаются преимущественно частью художественного и литературного мира. В реальности же мы прекрасно понимаем, что подобные существа вряд ли когда-либо станут реальностью. А ты что думаешь? Пиши в комментариях. Пока.